Вы думали, что турецкий шоу-бизнес – это только красивые сказки и идеальные романы? Как бы не так. За глянцевыми улыбками звезд скрываются интриги, жестокие закулисные игры и внезапные расставания, о которых они предпочли бы молчать вечно. Сегодня мы сорвем маски. Керем Бюрсин снова одинок? Мы раскопали пугающие странные детали тотального радиомолчания вокруг его личной жизни. То, как тщательно сейчас заметаются следы их отношений, заставляет фанатов подозревать самое худшее. Но это только начало. То, что провернули Чагатай Улусой и Деmet Özdemir, буквально ошарашило всех. Вскрытые старые раны, тяжелая, почти пугающая внутренняя трансформация и демоны прошлого, которые вырываются наружу. Мы расскажем, какая шокирующая драма разворачивается прямо сейчас на экранах и почему это вызвало такую бурю. А самое интересное мы приберегли на финал. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что там мы раскроем безжалостную и обнаженную правду о новом проекте Tuğba Büyüküstün. Актриса делает шаг в сторону от красивых картинок в мир жесткого кино, и то, что вас там ждет, перевернет ваше представление о ней. Поверьте, финал этого выпуска вас точно удивит. И да, друзья, у меня для вас потрясающая новость. Теперь именно вы решаете, о ком будет наше следующее большое расследование. Прямо сейчас спускайтесь в комментарии и пишите имя турецкой звезды или название сериала, о которых хотите узнать всю скрытую правду. Комментарий, который наберет больше всего лайков, безоговорочно станет темой нашего следующего ролика. Ну что, готовы к правде, которую от вас пытаются скрыть? Тогда устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Слышали выражение, что тишина иногда кричит громче любых слов? Особенно, когда дело касается турецкого шоу-бизнеса. Прямо сейчас фанатские сообщества и таблоиды буквально стоят на ушах из-за одной очень скрытной парочки. Речь про Керема Бюрсина. А ведь как красиво все начиналось. Их роман вспыхнул неожиданно и сразу оброс интригами. Керем, который после прошлых, невероятно публичных и болезненных разрывов оберегал свою личную жизнь как зеницу ока, в этих отношениях словно обрел второе дыхание. Инсайдеры из близкого окружения актера не раз проговаривались прессе о сумасшедшей химии между влюбленными. Казалось, они идеально совпадают, зрелые, осознанные, готовые защищать свое счастье от чужих глаз. Сам Керем аккуратно давал понять, что сейчас в его жизни царит гармония, а рядом со своей избранницей он буквально светился от счастья. Еще недавно все казалось идеальным, но в последние дни внимательные поклонники с лупой изучили соцсети актера и заметили одну сильно напрягающую деталь. Керем и его возлюбленная резко ушли в тотальное радиомолчание. Никаких взаимных лайков, ни одного комментария, ни единого совместного кадра. Для медийных пар в наше время это практически красный флаг. Местная пресса уже вовсю трубит о том, что после нескольких месяцев этой красивой скрытной сказки их пути окончательно разошлись. Но самое интересное здесь – реакция самих ребят. А точнее, ее полное отсутствие. Ни он, ни она не дают вообще никаких публичных сигналов. И когда официальных заявлений нет, пространство для догадок начинает расти как снежный ком. Одни фанаты железобетонно уверены, что это просто пауза, чтобы сбросить напряжение и отдохнуть от камер. Другие уже ставят в этой истории жирную точку. Как думаете, это реальный финал или просто затишье перед бурей? Пишите свои мысли, пока ситуация висит на волоске. Но пока одни звезды тщательно прячут свои личные драмы от посторонних глаз, другие разворачивают совершенно неожиданные конфликты прямо на наших экранах. Но пока одни звезды тщательно прячут свои личные тайны за глухой стеной молчания, другие, напротив, выносят самые неожиданные внутренние трансформации прямо на наши экраны, заставляя миллионы зрителей буквально затаить дыхание. И здесь мы плавно, но очень стремительно перемещаемся из мира реальных таблоидных интриг в мир интриг сценарных, которые прямо сейчас обсуждаются в сети ничуть не меньше.
В самом эпицентре этого водоворота оказался один из самых мощных и рейтинговых проектов последних дней – сериал «СРФ Руэ». А главным виновником зрительского переполоха стал великолепный Чагатай Улусай, который своим недавним появлением в официальном промо-ролике просто перевернул все привычные ожидания с ног на голову. Буквально на днях создатели проекта выпустили официальный материал к грядущему эпизоду, и, судя по всему, история не просто делает поворот, а она выходит на совершенно новый, неизведанный уровень. Мы все привыкли видеть героя Чагатай человеком невероятно сильным, жестким, порой даже непреклонным. Это классический архетип лидера, который не привык уступать, который всегда держит ситуацию под контролем и готов идти до самого конца ради своих целей. И вдруг, в самом центре этого промо, мы слышим от него слова, которых, казалось бы, в таком сюжете просто не могло прозвучать. В кадре он совершенно спокойно, но с невероятной внутренней тяжестью говорит о завершении давней вражды. Он произносит слова о возможности начать новую жизнь, о том, что пора оставить темное прошлое там, где ему и место, позади. И вот здесь начинается самое интересное, потому что мы с вами прекрасно знаем, подобные реплики в турецких драматических сериалах никогда не бросаются на ветер. Это не просто красивая, пафосная фраза для трейлера. Это прямой, четкий сигнал каждому зрителю: впереди нас ждет колоссальная, глубинная трансформация персонажа. Если раньше весь сюжет держался на искрящемся противостоянии, на постоянном напряжении, на бесконечной борьбе за влияние и выживание, то теперь акценты резко смещаются. На первый план выходят внутренние переживания, сложная переоценка ценностей, вполне возможно, создание совершенно неожиданных, парадоксальных союзов. Кстати, чтобы не пропускать такие детальные разборы и всегда первыми узнавать о скрытых смыслах ваших любимых проектов, не забудьте подписаться на канал прямо сейчас. Одно нажатие на кнопку, и вы в нашей команде, а для меня это лучшая мотивация продолжать копать глубже и находить для вас самые эксклюзивные детали. Возвращаясь к нашему герою, фанаты сериала уже развернули настоящие баталии в социальных сетях, пытаясь расшифровать, что именно стоит за этим внезапным миролюбием. Теорий множество, и каждая звучит убедительнее предыдущей. Первая группа зрителей абсолютно уверена, что герой элементарно устал. Устал от постоянной борьбы, от потери близких, от жизни в вечном напряжении, и теперь он действительно готов искренне изменить свою судьбу. Вторая группа настроена куда более скептично. Они считают, что эта внезапная речь о мире не более чем гениальный тактический ход. Временная передышка, попытка усыпить бдительность оппонентов перед тем, как нанести решающий, сокрушительный удар. Но есть и третья теория, и, честно говоря, в контексте турецкого кинематографа она звучит наиболее тревожно. Как показывает многолетняя практика, в таких напряженных проектах «Мир и спокойствие» это всегда лишь затишье перед колоссальной бурей. Когда сильный персонаж становится уязвимым, когда он опускает щиты и тянется к нормальной жизни, сценаристы обычно готовят для него самое тяжелое испытание. Зрители боятся, что этот шаг навстречу свету может обернуться для героя огромной потерей, которая снова толкнет его во тьму, но уже с удвоенной силой. Отдельного, стоящего внимания заслуживает то, как именно подается этот сюжетный перелом. Визуально сцены в промо стали заметно более спокойными, приглушенными. Диалоги лишились крика и агрессии, они стали глубже, тише. Сама атмосфера кадра буквально дышит недосказанностью и намекает на переломный момент. И именно такие тонкие, почти неуловимые изменения обычно намертво приковывают зрителя к экрану. Появляется то самое редкое ощущение, что история не топчется на месте, выдавая одни и те же конфликты по кругу, а органично развивается, заставляя нас расти вместе с персонажами. Нельзя не отметить и филигранную игру самого Чагатая. В этом коротком отрезке видео отчетливо чувствуется, что актер делает ставку не на внешнюю экспрессию, не на широкие жесты или громкий голос, а исключительно на внутреннее состояние своего героя. Здесь стало гораздо меньше резких движений. Вся суть передается через уставший, но решительный взгляд, через тяжелые паузы, через еле заметные изменения интонации.
Это именно тот случай, когда мужская сдержанность и тихий голос пробирают до мурашек и работают в 100 раз сильнее любой постановочной драки. Он одним взглядом продает зрителю всю ту усталость от многолетней вражды, которую носит на своих плечах его персонаж. В сухом остатке, этот официальный апдейт выглядит как фундаментальная подготовка к самому важному этапу во всем сюжете. Нас явно подводят к масштабному событию, которое навсегда изменит расстановку сил в этой вселенной. Либо это начало глубокой, очень личной драматической линии, где на первый план выйдут чувства, прощение и попытка найти себя. Либо это блестящая ловушка, в которую сценаристы заманивают не только врагов главного героя, но и нас с вами. Как бы там ни было, интерес к проекту сейчас взлетел до небес, рейтинги ожиданий бьют рекорды, и ближайшие эпизоды однозначно станут ключевыми для всего сезона. Но если вы думаете, что этот промо-ролик раскрыл нам все карты, то вы глубоко ошибаетесь. Потому что в этом заявлении о новой жизни кроется еще одна, не менее важная сюжетная линия. И касается она человека, чье молчание в кадре прозвучало не менее громко. И имя, без которого эта сложная, многослойная история была бы абсолютно неполной, великолепная Демет Оздемир. Если в недавнем официальном промо-ролике сериала «Эсреф Руэ» мужская линия заявляет о себе через готовность остановить многолетнюю вражду, то линия героини Демет, Нисан, работает на совершенно иных, гораздо более тонких и пронзительных частотах. Создатели проекта сделали невероятно грамотный ход, они сместили акцент с внешних обстоятельств на глубокую внутреннюю драму, и то, что мы увидели в этих коротких кадрах, уже вызвало у зрителей настоящую бурю эмоций. В центре ее истории сейчас оказалась тема невосполнимой утраты. Это не та боль, о которой кричат на каждом углу, и не та драма, которая требует показательных истерик в кадре. Это тяжелое, тягучее эхо прошлого, которое героиня носит внутри себя. Официальный апдейт сюжета прямым текстом говорит нам о том, что Нисан пытается найти в себе силы для нового начала. Но как начать все с чистого листа, если этот лист исписан воспоминаниями, которые невозможно просто так стереть? Мы видим на экране человека, который буквально застыл на границе двух миров. С одной стороны, тени прошлого, которые все еще крепко держат ее за плечи, а с другой — робкая, почти пугающая надежда на то, что впереди еще может быть что-то светлое. Именно этот контраст сейчас является главной темой для обсуждения во всех фанатских пабликах. Зрители моментально уловили эту двойственность. Обратите внимание, как гениально переплетаются арки двух главных героев. Они оба стоят на пороге так называемой «новой жизни», но подходят к ней с абсолютно разных сторон. Для героя чагатая новая жизнь — это волевое решение, попытка выйти из эпицентра разрушительного урагана, который он сам во многом и породил. А для героини Демет это отчаянная попытка собрать себя по кусочкам после того, как ее личный мир уже рухнул. У него стремление завершить противостояние с окружающими, у нее попытка выиграть самую сложную битву из всех возможных — битву с самой собой. То, как Демет Оздемир передает это состояние на экране, заслуживает отдельных аплодисментов. В турецкой индустрии, где зачастую принято отыгрывать эмоции на максимальных оборотах, она выбирает путь абсолютной, почти документальной естественности. В этих промокадрах нет ни капли фальши или наигранности. Вся тяжесть пережитого читается в микромимике, в том, как она отводит взгляд, в ее сбивчивом дыхании и в тех паузах, которые она делает между словами. Складывается стойкое ощущение, что перед нами не вымышленный персонаж по имени Нисан, а реальный живой человек, чью тайну мы случайно подсмотрели через замочную скважину. Такой подход работает как магнит. Когда эмоции не подаются зрителю в лоб, когда авторы оставляют пространство для недосказанности, аудитория включается в процесс на 100%. Фанаты уже выстраивают многоэтажные теории о том, как именно эти две сломанные судьбы повлияют друг на друга в грядущих сериях. Самая популярная версия гласит, что именно героиня Демет станет тем самым спасательным кругом, который поможет главному герою окончательно отказаться от агрессии. Но есть и куда более мрачные прогнозы.
некоторые зрители обоснованно опасаются, что ее неразрешенное прошлое, ее тайны и та самая утрата могут стать катализатором новой катастрофы. Что, если ее попытка начать новую жизнь случайно разбудит демонов, о которых все предпочли бы забыть? Если собрать воедино все, что нам показали в этом обновлении сюжета, становится кристально ясно: проект делает мощнейший качественный скачок. Сериал плавно, но уверенно уходит от стандартных, прямолинейных разборок и экшена в сторону глубокой психологической драмы. Становится очевидно, что для сценаристов теперь куда важнее показать не то, кто окажется сильнее в открытом столкновении, а то, как люди справляются с последствиями своих и чужих решений. Это ювелирная работа с характерами, которая гарантированно удержит аудиторию у экранов до самых финальных титров сезона. Однако этот явный сдвиг создателей сериалов от чистой агрессии и внешних конфликтов к более сложным, внутренним переживаниям героев происходит далеко не в вакууме. На самом деле, это отражение гораздо более масштабных процессов. Пока на экранах герои пытаются найти путь к свету, в реальном мире турецкого шоу-бизнеса прямо сейчас разворачивается невероятно острая, почти бескомпромиссная дискуссия о том, что вообще допустимо показывать зрителю, а что пора навсегда запретить. И голоса, которые звучат в этом споре, принадлежат людям, чье мнение невозможно игнорировать. И голоса, которые звучат в этом споре, действительно невозможно игнорировать. Потому что проблема уже давно вышла за пределы уютных кабинетов сценаристов и продюсеров, перекинувшись в высокие политические кулуары. Тема так называемых «жестких сериалов», где насилие и криминал зачастую романтизируются, достигла точки кипения. И пока чиновники на самом высшем уровне рассуждают о том, как оградить зрителей от сомнительного контента, внутри самой индустрии начали звучать совершенно другие, порой полярные мнения. Одним из тех, кто не побоялся публично высказаться в этот сложный момент, стал блестящий актер Экин Коч. Его позиция, озвученная на днях, прозвучала не как попытка устроить скандал или пойти на прямой конфликт с системой, а как очень взвешенный, холодный анализ ситуации изнутри. Комментируя набирающую обороты тенденцию к запретам и цензуре сложных телевизионных проектов, Экин выразил сильное сомнение в том, что снятие таких сериалов с эфира хоть как-то решит реальные социальные проблемы. Его главная мысль бьет точно в цель: запретительный подход – это слишком поверхностный метод лечения глубокой болезни. Убрать с экранов жесткие сцены – это все равно, что заклеить пластырем трещину на несущей стене здания. Визуально, возможно, станет лучше, но сама проблема никуда не исчезнет. Это заявление Экина Коча, мгновенно разлетевшееся по всем профильным изданиям и новостным порталам, сработало как спусковой крючок для новой волны общественных дебатов. В Турции сериалы – это не просто фон для вечернего ужина, это огромная часть культуры, это зеркало, в которое смотрится общество. И когда актер такого калибра открыто говорит о том, что искусство не должно нести ответственность за изъяны реальности, это заставляет задуматься. С одной стороны, сторонники жесткого контроля уверены, что агрессия на экране формирует агрессию на улицах, особенно у молодого поколения. Они требуют показывать больше правильных, стерильных героев, которые служат исключительно примером для подражания. С другой стороны, и эту сторону как раз негласно представляет Экин, и есть понимание того, что кинематограф лишь отражает окружающий мир. Если в обществе есть запрос на сложные, темные истории, на антигероев с надломленной психикой, значит, зритель находит в них отклик своим собственным переживаниям. Искусство всегда исследует человеческую природу, включая ее самые неприглядные стороны. И если мы просто запретим показывать темноту, это не значит, что вокруг сразу наступит вечный день. Интересно то, в какой форме Коч подал свою мысль. Никаких резких выпадов, никакой истерики, только спокойная, аргументированная позиция профессионала, который прекрасно понимает, как работают механизмы индустрии. Но, как это часто бывает, именно такие тихие, но точные слова вызывают самую бурную реакцию. Аудитория моментально разделилась на два лагеря. Социальные сети сейчас напоминают поле битвы. Одни пользователи горячо благодарят актера за адекватность и смелость называть вещи своими именами,
другие обвиняют его в том, что он защищает исключительно интересы продюсеров и свои собственные гонорары. Здесь важно понимать еще один нюанс. Высказывание Экина – это не просто его личный крик души. Это очень четкий маркер того настроения, которое прямо сейчас царит на съемочных площадках. Актеры, режиссеры, сценаристы находятся в постоянном напряжении, пытаясь балансировать между творческой свободой и новыми, все более жесткими рамками дозволенного. Когда такие темы начинают обсуждаться не шепотом в гримерках, а открыто в прессе, это значит, что индустрия подошла к серьезному перекрестку. Стоит, правда, отметить, что мы анализируем слова актера через призму того, как их подали средства массовой информации. Формат развернутого видеоинтервью или официальной пресс-конференции по этому поводу пока не публиковался, поэтому мы опираемся на те цитаты, которые были растиражированы журналистами. Но даже в таком виде посыл предельно ясен: закрывать глаза на проблемы не значит их решать. И пока одни проекты балансируют на грани запрета, пытаясь отстоять свое право на существование в эфирной сетке, другие, напротив, получают мощный кредит доверия. Ведь на фоне всех этих разговоров о цензуре и закрытиях, из производственных коридоров пришла новость, которая заставила выдохнуть с облегчением огромную армию фанатов совершенно конкретного сериала. И эта новость напрямую касается будущего одного из самых харизматичных актеров нашего времени. И эта новость, прозвучавшая как гром среди ясного неба, напрямую касается Мурата Йылдырыма и его нового, невероятно атмосферного проекта «Гизли Бас. Тайный сад». В то время как вокруг бушуют штормы цензуры, а многие амбициозные проекты закрываются, не успев даже толком раскрыть завязку сюжета, здесь произошел весьма показательный прецедент. По инсайдерской информации, которая уже успела обрасти железобетонными подтверждениями в турецкой прессе, телеканал принял решение дать сериалу зеленый свет на продолжение, несмотря на то, что стартовые рейтинги проекта не били исторических рекордов и казались весьма средними для такого звездного каста. Чтобы в полной мере осознать масштаб этого события, нужно понимать, как вообще работает современная турецкая телевизионная машина. Это абсолютно безжалостная мясорубка. Вспомните, сколько раз мы с вами наблюдали одну и ту же трагичную картину. Выходит многообещающий сериал, вбухиваются миллионы в декорации и пиар, актеры выкладываются на все 100, но если к третьей серии цифры в таблице рейтингов проседают, проект закрывают одним днем. Над каждой съемочной площадкой постоянно висит этот дамоклов меч внезапного финала. Сценаристам приходится на ходу комкать сюжетные линии, спешно сводить героев и за 5 минут экранного времени решать конфликты, которые должны были развиваться сезонами. И зритель, вложивший свои эмоции в историю, остается с горьким чувством обмана. Но в случае с «Тайным садом» система дала сбой. И главная причина этого сбоя, безусловно, сам Мурат Йылдырым. В турецкой индустрии есть такое негласное понятие «актер-тяжеловес». Это артисты, чей статус, чья харизма и чья преданная, взрослая аудитория значит для продюсеров гораздо больше, чем сиюминутные колебания цифр в общей таблице. Мурат обладает феноменальным свойством. Он притягивает к экранам самую платежеспособную, самую качественную аудиторию, которую так любят рекламодатели. Его имя на афише – это автоматическая гарантия того, что сериал будет успешно продан за рубеж, где его популярность просто колоссальна. Но дело не только в коммерции. Дело в той невероятной, тяжелой мужской энергетике, которую он приносит в каждый свой кадр. Мурату не нужно кричать, размахивать руками или устраивать истерики, чтобы удержать внимание. Он работает на полутонах. Один его долгий, пронзительный взгляд, одно едва заметное движение желваков или напряженная пауза перед ответом способны создать в сцене такое напряжение, которое невозможно прописать ни в одном сценарии. В «Тайном саде» эта его особенность раскрывается на все 100%. Он играет человека с глубокими внутренними секретами, архитектора своей собственной закрытой вселенной, и делает это так мастерски, что от экрана буквально невозможно оторваться. Что это решение канала означает для нас, обычных зрителей? В первую очередь, роскошь спокойного просмотра.
фанаты проекта наконец-то смогли выдохнуть. Исчезло это изматывающее напряжение вторника или среды, когда ты с замиранием сердца ждешь утренних сводок рейтингов, гадая, увидишь ли ты следующую серию. Теперь мы точно знаем, у сценаристов есть время. Им не нужно искусственно ускорять события. Они получили карт-бланш на то, чтобы выстроить глубокую, продуманную психологическую драму. У них есть возможность плавно развивать химию между главными героями, погружать нас в их тайны, раскрывать мотивы каждого поступка слой за слоем, как это и задумывалось изначально. В эпоху телевизионного фастфуда, когда все хотят быстрых эмоций и мгновенных развязок, такое решение создателей выглядит как настоящий глоток свежего воздуха. Это знак того, что качественная история, держащаяся на мощной актерской игре и детально проработанной атмосфере, все еще имеет вес. Это победа не только Мурата и всей команды сериала, но и победа зрителей, которые хотят смотреть умное, последовательное кино, а не набор склеенных в панике экшн-сцен. Конечно, впереди проект ждет еще немало испытаний. Продление сериала – это огромный кредит доверия, который теперь необходимо оправдывать в каждом новом эпизоде. Авторам придется постоянно подкидывать дрова в этот костер интриг, чтобы удерживать интерес аудитории и оправдать ту ставку, которую сделал на них телеканал. Но судя по тому, с каким энтузиазмом команда вернулась к съемкам после этой новости, нас ждет нечто действительно масштабное и эстетически безупречное. Однако стабильность и уверенность в завтрашнем дне – это огромная редкость для турецкого шоу-бизнеса. И пока Мурат Йылдырым и его команда наслаждаются заслуженной передышкой и планируют новые сюжетные повороты, в совершенно другой части телевизионного Олимпа разворачивается драма иного порядка. Один из самых громких, самых обсуждаемых и бьющих все мыслимые рекорды проектов последних лет прямо сейчас проходит через зону жесточайшей турбулентности. И в самом эпицентре этого идеального шторма оказалась звезда, чье имя сегодня не сходит с первых полос. Но пока телевизионная индустрия кипит в котле бесконечных интриг, скачущих рейтингов и разборок с цензурой, некоторые звезды предпочитают просто отойти от этой суеты. Они делают шаг в сторону от конвейера мыльных опер и метят прямиком в вечность, в большое авторское кино. И здесь все внимание прессы сейчас приковано к великолепной Тубе Бюйкустюн. Актриса готовится представить свой новый фильм «Султана» в рамках престижного кинофестиваля в Стамбуле. Это не просто очередная премьера для галочки. Для Тубы это грандиозный сдвиг фокуса и абсолютный выход из привычной зоны комфорта. Мы привыкли видеть ее в красивых, вылизанных телевизионных форматах, но фестивальное кино – это совершенно другая, безжалостная территория. Здесь нет спасительных клиффхенгеров, здесь нельзя спрятаться за красивым саундтреком. Здесь на первый план выходит чистая, обнаженная драматургия. Кстати, если вы любите открывать для себя новые грани любимых актеров и не хотите пропускать такие знаковые премьеры, самое время подписаться на канал. Мы следим не только за сериалами, но и за настоящим искусством. То, что Туба берет на себя ответственность быть лицом столь серьезного проекта на кинофестивале, говорит о многом. По моему мнению, она окончательно переросла рамки типичной сериальной красавицы и теперь доказывает свой статус тяжеловесной драматической актрисы. Фильм «Султана» уже вызывает огромный интерес у критиков. И если премьера выстрелит, это может навсегда изменить вектор развития ее карьеры, открыв двери на европейские кинорынки. Однако давайте выдохнем. После всех этих тяжелых новостей о цензуре, закрытии проектов и серьезном фестивальном кино нам жизненно необходим глоток чистого позитива. И кто, как не Кыванч Татлытук, способен разрядить обстановку самым трогательным образом? Оставив образ сурового сердцееда на съемочной площадке, в реальной жизни Кыванч доказал, что он обладатель титула «Самый крутой отец года». На днях актер устроил грандиозный праздник в честь дня рождения своего сына. И знаете, какую тематику они выбрали? «Звездные войны». Никакого лишнего пафоса, никаких гламурных фотосессий для глянца, только чистый, искренний фанатский восторг.
Просто представьте себе эту картину. Один из самых востребованных и серьезных актеров Турции в окружении джедайских мечей, штурмовиков и космических декораций, светящийся от абсолютного, простого человеческого счастья. Именно за такие моменты мы и любим наших звезд. За то, что за броней из многомиллионных контрактов и сумасшедших графиков скрываются обычные люди. Люди, которые могут подурачиться с ребенком, примерить образ джедая и на один вечер забыть о том, что за ними следит вся страна. Это идеальный, светлый контраст, который напоминает, в конечном итоге, семья и простые радости всегда остаются важнее любых рейтингов. На этой теплой, космической ноте мы и завершим наш сегодняшний разбор. Как вам смелый шаг Тубы Бюйкустюн в сторону большого кино? И как оцените джедайскую вечеринку от Кванча? Обязательно пишите свое мнение в комментариях, я читаю все, и мне безумно интересно, что вы об этом думаете. Если вам понравился выпуск, прямо сейчас подписывайтесь на канал «Любовь и мечты». Ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Впереди еще больше эксклюзивов, честной аналитики и тех самых историй, ради которых мы вообще смотрим турецкое кино. Да пребудет с вами сила, и до скорой встречи!